Здравствуйте, это проект «Город» проектировщиков. Меня зовут Алиса Тимошина, и мы продолжаем серию видеоинтервью с людьми, которые оказали большое влияние на развитие нашего города. Наш герой сегодня — Сергей Павлович Шмаков, заслуженный архитектор России, автор одних из самых выразительных объектов позднесоветской архитектуры Ленинграда. Сергей Павлович Шмаков, заслуженный архитектор России, градостроитель, член-корреспондент Международной академии архитектуры, член секретариата правления Санкт-Петербургского союза архитекторов, а также президиума правления Союза архитекторов России. Работал в проектном институте Ленгипрогор, где разрабатывал проекты планировок городов Бугульмы, Хабаровска и Владивостока, генеральный план города Большой Камень на Дальнем Востоке. По проектам Сергея Павловича в Петербурге построено 2 миллиона квадратных метров недвижимости, кварталы в районе бывшего комендантского аэродрома между проспектами Испытателей, Коломяжским, Сизова и Парашютной, а также Площади Победы. Его разнообразные проекты и постройки относятся к наиболее интересным явлениям петербургской архитектуры последних десятилетий. Сергей Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Великая радость сегодня беседовать с вами. Вы — человек-эпоха, сын основоположника советского телевидения, который решил стать архитектором. Вы объединяете традиции Ленинградской архитектурной школы и новаторство. И за 45 лет работы в проектном институте «Ленгипроект» вы спроектировали 2 миллиона квадратных метров жилья в Ленинграде, также создав знаковые объекты спорта и образования в Ленинграде, каждый раз используя все возможности для проявления творческого таланта и новых форм. Некоторые из ваших шедевров называют архитектурным панком или постмодернизмом, что, конечно, вызывает большой интерес у современников к вашим подходам. Сегодня мы обсудим, как менялся Ленинград, становясь Санкт-Петербургом, как менялись вы, становясь из студента-архитектора заслуженным архитектором России, и как вы меняли этот город. И начать наш разговор я хочу с периода вашего детства. Вы видели город таким, каким, я надеюсь, мы никогда уже его не увидим. Вы вернулись в 1945 году из эвакуации. Вам было 7 или 8 лет. Конечно, это был счастливый период, потому что это детство, но очень тяжелое время восстановления и города, и страны. Какие воспоминания у вас остались о городе того периода? Если начать с моего детства, то я только могу сказать, что это были прогулки по нашему двору, где мы жили на Невском. Впечатляло разрушенное здание после бомбежек, которое было на заднем дворе. Больше, собственно, мне нечего сказать. Игры в футбол и так далее. Вот начиная с СХШ, средней художественной школы, уже есть что вспомнить. Подтолкнула меня в эту школу, можно сказать, моя мама. Если отец был техник и основоположник телевидения, как вы правильно сказали, мама была в сфере искусства, рисовала, и я пошел, как, видимо, по ее пути. СХШ – это 49-й год поступления. Эта школа находилась в здании Академии художеств, что было прекрасно, потому что сразу после обычной школы войти в это здание с гигантскими коридорами, с запахом масляной краски, это было что-то. И вот СХШ, где я провел 7 лет, конечно, отложилось и на моем умении, и на моих воспоминаниях. Это бесспорно. После СХШ, где в последних классах было распределение, кто идет в живописцы, кто идет на графику, я выбрал архитектуру. Уже трудно сказать, по каким причинам, но выбрал. И в 1956 году я уже оказался на архитектурном факультете Академии художеств, где после 2-летнего обучения в 1958 году был командирован в Прагу, в Чехословакию.
Сергей Павлович, вот период вашего поступления в Академию художеств совпал с постановлением о упразднении архитектурных элементов. Такая достаточно сложная вещь для тех профессионалов, которые уже работали в тот момент, которые уже проектировали, как они восприняли, и как это вообще вот в той профессиональной среде, в которую вы только что попали, да, получается, как это отразилось? Были ли обсуждения? Мне трудно сказать про всю нашу среду, но я, поскольку окончил школу с медалью, был зачислен в академию без экзамена. Это, во-первых. Во-вторых, интерес к архитектуре был невелик, конкурса большого, вообще конкурса не было на архитектурный факультет. Я это объясняю именно тем, что было постановление об излишествах, которое многих, оттолкнуло от этой профессии. Как реагировали взрослые архитекторы, мне трудно судить. Но те, кто у нас преподавали, они, в общем, преподавали хорошо, и я не знаю, отразилось ли на них это постановление. На образовательный процесс это не отразилось? Вы учились по классической образованию? Нет, я имею в виду архитектурное образование. Да. Как я сказал, в 1958 году я оказался в Праге, где провел 2 года. Это был прекрасный период, потому что Прага – красивейший город. Во-первых. Во-вторых, тяга к познанию мира, к путешествиям, она была удовлетворена. После 2 лет там обучения я вернулся заканчивать сюда, в академию. Вот про Прагу еще, может быть, расскажете, как вы тогда увидели вообще вот этот западный, можно сказать, западный подход к образованию. Вы же там работали в мастерской, которая занималась созданием объектов медицины, насколько я помню. И тогда вы познакомились с принципами функционализма, когда функция определяет форму. Я скажу кратко. В отличие от Академии художеств, где приоритет был создание красивых объектов, красота. В Праге, наоборот, упор был на функцию. Функционализм, и на втором плане стояли изыскания по красоте. Это было полезно, поскольку я получил из одной системы обучения, и из другой. Учеба, я не могу сказать, что очень запомнилась, но она была в чем-то похожа на нашу. Такая же поездка на картошку, такие же, в общем, походы на пиво. Пиво только лучше, наверное, было, да? Пиво было лучше, да. Потом у меня было там несколько друзей, которые были в основном москвичи. Из Ленинграда мы попали только с Георгием Васильевым. А так еще было 4 человека из Москвы, где мы, конечно же, подружились. И вместе гуляли по Праге. И они были уже годом раньше там, поэтому они знали Прагу уже хорошо. И нам ее показывали во всей красе. Так что этот период у меня очень отложился в памяти, я им очень горжусь. И несколько раз бывал потом в Праге уже как турист. Правда, и как турист, и встречался с некоторыми однокурсниками чехами. Так что это такой особый период, который я очень люблю и часто вспоминаю. Потом, наступил 1962 год, это период окончания архитектурного факультета и система распределения, то, что незнакомо нынешним студентам. Почему распределение? Потому что образование давалось бесплатно, и потом пойди отработай бесплатное обучение в тех местах и в тех городах, куда мы тебя пошлем. И там был такой эпизод, я уже собрался ехать в Сибирь, в Красноярск, куда были мои друзья направлены. Но в последний момент некий человек из приемной этой комиссии назвал: не хотите ли вы поехать в Выборг?
Ну, я, конечно, согласился, поскольку Выборг – это рядом. Тогда еще не было прямых сообщений, надо было в Рощино пересаживаться. Но и Выборг мне в чем-то напомнил Прагу, потому что там было много европейской архитектуры, которую я с удовольствием изучал и любовался. Ну и учеба в Выборге длилась 1 год с небольшим. После чего я был замечен это был филиал Гипрогора, я был замечен как бы из основного Гипрогора Ленинградского и был туда переведен. Сергей Павлович, у нас есть сюрприз. Это ваша книга. Это первая книга, которая является библиотечным экземпляром в серии наших видеоинтервью. Она находится здесь, в библиотеке Маяковского. Эта книга показывает различные периоды вашего творчества. Я хочу цитату привести, которая достаточно интересна к нашему обсуждению по работе в проектных институтах. Вот, во время работы в Гипрогоре вы занимались проектом кооператива в Выборге. И в этой книге вы описываете ту задачу на проектирование, которую вы получили в виде опуса. Такое техническое задание сейчас просто невозможно себе представить для текущей действительности. Оно заключалось в следующем. Цитирую. «Если допускалось какое-то частное строительство, то только ущербное по площади, по размеру участка и полукапитальное, с максимально упрощенной конструкцией стен, чтобы, не дай бог, не использовалось круглогодично». И вы продолжаете. Однако задача есть задача, и наша задача ответить на задачу. Но, как известно, сверхзадача архитектора из любых превходящих обстоятельств, хоть с плюсом, хоть с минусом, извлекать повод для творческого самовыражения. Я думаю, что вот эта озвученная позиция, она, наверное, красная нить по ходу вашей работы в проектных институтах, да, как в текущей реальности, в системе все-таки попытаться сделать то, что кажется красивым, необходимым. Вот это задание на создание кооператива, по большому счету, которое говорит о том, что нужно сделать максимально плохой по качеству проект, да, все равно вам удалось какие-то внедрить инструменты, которые сделали бы его более приемлемым. К сожалению, он не был построен, но как проект мне доставил удовольствие. Все-таки в Гипрогоре вы занимались генеральными планами. Насколько там было возможно внедрить вот этот какой-то творческий подход в проектирование генеральных планов? Ну, я скажу, что я много где поездил, уже работая в Ленинградском Гипрогоре, и Дальний Восток, и город Большой Камень, Хабаровск. И во Владивостоке из моего небольшого портфолио был осуществлен такой комплекс из нескольких домов на горе, который я потом, уже бывая по другому поводу в Владивостоке, с удовольствием увидел. Вот, можно сказать, такое в период Гипрогора единственное осуществление, потому что в основном это были генеральные планы, которые могут, конечно, осуществляться, но через десятки лет. Потом так называемые проекты детальной планировки, где уже от генплана ты переходишь к проектированию либо квартала, либо суммы кварталов. Это уже ближе к осуществлению. И кое-что было, в частности, в городе Большой Камень, осуществлено. А Большой Камень был известен тем, что Хрущев там придумал строить суда из железобетона. Он это увидел где-то в Америке. Но суда из железобетона потерпели при первом же заплыве крах, и поэтому эта тема там прекратилась. Но небольшой кусок этого города, который я делал как ПДП, он, в общем, осуществлен. Что общего между городом Бразилия и Владивостоком? Ну, я был увлечен в свое время вот этим городом и центром,
который построил Немейер. Ну и, по-видимому, какие-то отзвуки этого увлечения были во Владивостоке. Скажем, центр города на излучине залива был в чем-то похож. Высотное здание плюс 2 общественных невысоких павильона, который, может быть, чем-то напоминал Бразилию. Хотя это я, может, фантазирую. Во Владивостоке есть такое местечко, где отдаленное сходство с Бразилией есть. Сергей Павлович, расскажите, пожалуйста, про эту книгу, которая была издана в 2013 году. Я к писательству был предрасположен с самого начала карьеры. Много написал статей, много чего где опубликовал. И впервые я решил, почему не издать книгу, суммируя все те наблюдения, все те статьи, которые разбросаны по разным журналам и газетам. Взялся за дело и собрал здесь не только нынешние воспоминания, но и старые статьи, и, конечно, проекты от старых к последним. Получилась книга, которую мне помог издать Ленпроект в количестве 50 экземпляров. Это было большое событие. 5 экземпляров я оставил Ленпроекту в библиотеку, остальные кому-то раздал, кому-то где-то сохранил у себя несколько экземпляров. Для архитектора не чуждо издавать книги, где он делится и мыслями, и проектами, и идеями. Поэтому я работаю в русле архитектурной профессии, считаю. Вот все, что я могу сказать. Расскажите, пожалуйста, что здесь на обложке и что на заднике? Что это за изображение? Обложку я придумал как... Вот это мой диплом 1962 года. Придумал как сочетание того инструмента, который в мое время был главным. Чертежный инструмент с надписью «Шмаков Сергей, архитектор». Здесь моя фотография сравнительно недавняя. Все, что про это могу сказать. И это, повторяю, мое увлечение Эйнштейном, который сообразил, что конечная скорость передачи всей информации – это скорость света, во всяком случае в нашей галактике. Это сразу подвигло меня на всякие наблюдения. Когда вы смотрите на ночное небо со звездами, вы видите их миллионы лет назад. Их, может быть, миллионы лет уже нету, они не существуют, но свет от них все идет к нам. Самая ближайшая звезда Альфа Центавра 4 световых года от нас. Ее, может быть, 4 года уже нет, но она светит. И есть зоны Вселенной, от которых свет еще не дошел до нас. Это та непознанная сфера, вот она бледным здесь изображена, о которой мы узнаем спустя какие-то годы или столетия. Вот так делится, на мой взгляд, непрофессионала изображение нашей Вселенной. Сергей Павлович, у вас же есть собственная звезда. Да. Как так получилось? Получилось в основном для экзотики. Мой звездный зверь – это Авен. Я родился под знаком Авена. И я решил там приобрести звезду 10-й звездной величины. Ее не видно простым глазом, но в бинокль или в подзорную трубу видно. То есть вы уверены, что она все еще существует? Да. Вы проверили? Любая звезда, я повторяю, луч света от Солнца идет к нам 8 минут. 8 минут Солнца, может быть, нет уже, и полная тьма за окном, но оно еще светит. И также с другими звездами. Чем они дальше, тем дольше идет от них свет. Вот эти естественно-научные наблюдения в архитектуре вы как-то пытались использовать?
Ну, это полунаучное, я не ученый. Полунаучные, скорее, это мое увлечение. И Эйнштейном, и звездным небом, и прочим, и прочим. К архитектуре это мало имеет отношения. В архитектуре главная задача, чтобы твое здание не снесли при твоей жизни. А при моей жизни снесли телецентр новый, который был готов на 80%. Который вы строили 10 лет? 14. И это была травма такая для меня, конечно же. Дай Бог, чтобы не снесли ни детский садик, ни спортшколу при моей жизни. Вот это такая жизненная задачка. В проектировании телецентра вы как-то использовали тот капитал интеллектуальный, который был в вашей семье по причине того, что ваш отец был основоположником советского телевидения? Ну, я не могу сказать, что использовал какие-то мысли отца, но мы с моим коллективом поступали, в принципе, точно по заданию того института и того заказчика, который нам расписал все помещения по зонам. И мы из этого набора всяческих разноплановых помещений, от больших студий телевизионных до маленьких комнаток редакторов, пытались разбить на какие-то зоны. Ну, если вы помните, значит, там есть главный элемент, где сидят редакторы, это башня. И есть окружающие трапециевидные по кругу идущие здания, где происходит процесс телевидения. И все это было, ну, на ходу уже. Там были концертная студия с вращающимися зрительскими местами для интересных съемок. В общем, мы были увлечены. И, как я говорил, новый владелец этой территории сначала пытался приспособить телецентр к торговой функции. И мы даже пытались из концертной студии сделать универмаг, какие-то делали эскизы. Потом он пришел к выводу, что проще все снести и сделать сарай торговый. К нам пришел его представитель и принес бутылку коньяка. Вот была вся благодарность за это сооружение. Вот такая история, которой архитектором владеет. Архитектор проживает жизнь приключений с его постройками, с его личной жизнью и так далее. В 1965 году вы уже попали в проектный институт «Ленний проект». В какой мастерской вы начали работать и под чьим руководством? Я начал работать в мастерской номер 6, которой руководил Попов Владимир Васильевич. Из этой мастерской костяк архитекторов ушел во вновь организованный Лензниеп, поэтому мастерская нуждалась в новых кадрах, и я туда попал по приглашению Попова. Я проработал до 1971 года, когда он ушел в КГА. Ну, это время мне запомнилось. Могу некоторые рассказать приключения. Значит, одной из первых работ, которую мне Попов доверил самостоятельно делать, был техникум целлюлозно-бумажной промышленности на Бассейной улице. Ну, не скрою, что я в это время был увлечен Луисом Каном, американцем, где меня поражали его глухие вертикали, которые он применял в общественных зданиях, под лестницей, под винткамеры. И образ этих таких растущих из земли вертикалей мне запомнился. И мой первый проект техникума в чем-то, был перекличкой с этой темой. Как вы получали вот эти материалы с архитектурой? Тогда был единственный журнал переводной для архитектур де журьи, в котором были примеры всякие из Америки, из Европы. Это был перепечатанный экземпляр с оригинала, но мы им пользовались.
Мастерскую 6 посетил однажды главный архитектор города Каменский, который подошел к моему подрамнику и Попову сказал: такого здания в Ленинграде быть не может. Почему он так сказал? Но он увидел, наверное, может быть, сходство, может быть, на Бассейную улицу выходили в основном глухие объемы. А где ленинградские традиции, где там? Ну, я так подозреваю. В общем, он сказал резко, что такого здания быть не может. Слава Попову, значит, он все равно не дрогнул, и проект был выставлен на Градсовет. На Градсовете, чувствуя позицию Каменского, я думаю, на этот проект набросились. Первым делом набросился Жук Александр Владимирович, поскольку я перед этим критически отнесся к его некоторым постройкам в центре города и так далее. Вы опубликовали статьи. Да. Я думаю, что это его разозлило, и он яростно набросился на мой проект. Ну, хорошо, значит, я расстроенный ушел. Слово тогда на Градсовете авторам не давали. Выступал только руководитель мастерской и рецензент. Тема осталась, пришлось сделать новое прочтение этой темы. Я это сделал совершенно в непохожем виде на первый вариант. А что вы изменили? Все. Ну, словами тут не опишешь, но это все в книге есть. Короче, это были... Но объемы там остались же, в принципе, те же самые Нет, объемы остались, но подход к этим объемам был совершенно другой. Это были две башни учебные, и между ними вставлена тема зала собраний, физкультурного зала и так далее. С точки зрения функционального насыщения этот проект был лучше все-таки, чем первые. Ну, как вы считаете? Согласен. И он был в чем-то интереснее, я думаю. Короче, интерес, любопытство в том, что Попов попросил рецензента быть Жука. Какой хитрый способ. Ну и Жук, уж не знаю, насколько искренне, похвалил этот проект и через некоторое время позвал даже к себе в мастерскую, но я отказался. А чем занималась мастерская Попова? Всем чем угодно, и районами Ленинграда, и там один из районов был квартал 87 на въезде в город по Пулковскому шоссе, который мне, как кажется, удался. А уже после, когда я попал руководить мастерской 3, там основной темой был спорт. Это так. Ну, наряду со спортом были кое-какие общественные здания, но в основном был спорт. Ну вот, еще из Ленпроекта здание детского сада, где мы с вами были, где уже я высказался. Сергей Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сейчас находимся в группе детского сада на улице Жамбула, который вы спроектировали 40 лет назад. В следующем году уже будет юбилей работы этого детского сада, и он все еще носит звание самого необычного детского садика в России. Конечно, хочется узнать ваше впечатление от того, как вот сегодня вы увидели этот садик, и вообще как к вам пришла идея создания именно такого объекта, потому что в это время в 80-е в центре был дефицит социальных объектов, и в том числе объектов для детей, дошкольного образования. И было создано несколько детских садов, которые тоже хотели решить вот эту проблему, да, но по-другому. Это более такие, можно сказать, типовые проекты, а ваш проект все-таки он незаурядный, неординарный. Как вообще возникла эта идея? Ну, я начну с того, что в моем творчестве я придерживался фразы Евтушенко: мы умудрялись брать заказы, а делать все наоборот. Эта фраза как-то меня вот подвигла конкретно в этом объекте к необычному решению.
Почему необычному? Потому что переулок узкий, и чтобы обеспечить инсоляцию всех помещений, которые по нормам требуются, пришлось здание сдвинуть с красной линии улицы в глубину участка. А раз я сдвинул глубину участка, я не обязан подделываться под архитектуру соседей. Таким образом, во-первых, был решен вопрос инсоляции, во-вторых, можно было себе позволить необычное решение, к которому я, в общем, и пришел. Но необычность его в чем? Что это детская архитектура. Она специально педалирует детскую тему и своими формами, и своими деталями, и применением, скажем, на фасадах каких-то необычных, невидимых людьми элементов, как кольца колодцев, тепловых камер и так далее. Ну и все вместе, плюс сначала здесь был необычный кирпич экспериментальный, сейчас он заменен на обычный. То есть все вело к тому, что это здание чем-то выделяется в лучшую сторону. Еще могу сказать, что в процессе строительства строители мне признавали, что им интересно, что это необычность этого здания интересна им для воплощения. Мне это было как комплимент от строителей, потому что у меня не одна была стройка, обычно строители это делали без комплиментов. А здесь был такой скрытый комплимент, который мне запомнился. Еще если продолжить дальше, значит, был такой полускандальный эпизод. Да, в 1980 году вы стали проектировать детский сад на переулке Джамбула. Детский сад впоследствии приобретет очень большую популярность медийную в информационном поле благодаря комментарию первого урбаниста и самого известного урбаниста России Вячеслава Глазычева. Откуда вы знали друг друга? Как вы познакомились с Вячеславом Леонидовичем? Таким простым способом. У меня в друзьях был Александр Товбин из тоже Ленпроекта, который меня с ним познакомил. Мы как-то оказались в Москве вместе, и он привел меня в МАРХИ, Московский архитектурный институт, и познакомил с Глазычем. После чего Глазычев тоже бывал в Ленинграде, бывал у нас дома. В общем, дружба состоялась. И я ему показал, конечно, детский сад. Мой московский друг Вячеслав Глазычев написал статью в журнале «Архитектура», где, среди прочего, статья была хвалебная, но где, среди прочего, применил фразу, что архитектор употребил на фасадах масонские знаки. Это был 1984 год, выход этой статьи. И мой знакомый режиссер, который жил напротив в переулке, потом мне рассказывал, что в один прекрасный день сюда черные «Волги» одна за другой прибывали, выходили люди в фетровых шляпах и искали на фасаде масонские знаки. Поднялся скандальчик. Почему-то меня не трогали, но главный инженер института был вызван в Москву в Госгражданстрой с отчетом, что такое происходит у вас. Но все кончилось благополучно, потому что главный архитектор города Булдаков поднял все бумаги согласований на градостроительном совете, в которых не было никаких серьезных замечаний. И, в общем, меня отмазал от этих скандалов, за что ему был, конечно, очень благодарен. Короче говоря, я повторяю, ничем это не кончилось для меня, и садик до сих пор существует, и слава богу. Какое чувство вы испытали в процессе всех этих разбирательств с теми геометрическими формами, которые на самом деле не имели отношения? Я тревожно испытал чувство, конечно, потому что знаю примеры, когда неугодные здания вообще сносили.
конечно, миновала эта судьба, повторяю, потому что наступила перестройка, и как уже были другие задачи, другие объекты и другие правила игры. А иначе могло бы дойти до демонтажа каких-то элементов, да? Или вообще до монтажа здания, не знаю. Но такая угроза, как мне кажется, была. А давайте еще посмотрим на масонские знаки. Вот все-таки, когда статью Глазычева читаешь, хочется их увидеть на фасаде, но вот так очевидно их здесь нет. Есть просто треугольники, есть круги. Вам, наверное, много уже раз задавали этот вопрос, где они здесь на самом деле. Вот знаете ли вы ответ? Нет, я ответа не знаю, но я просто догадываюсь, что необычные формы, и круги, и квадраты, которые на фасаде, это и дало повод определить это масонскими знаками. Но это все больше на шутку похоже, поэтому что это обсуждать. Но сейчас этот садик, он стал достопримечательностью этой улицы, этого района. Уже, наверное, говорили, да, много раз о том, что он такая точка притяжения с точки зрения того, что люди, проходящие мимо, они все время останавливаются. Говорили. Еще должен сказать, что он попал в кинофильм «Зимняя вишня». Таким фрагментом, когда действующие героини ведут сюда своих детей. И, как мне кажется, люди, эксплуатирующие это здание, тоже довольны. Или я не прав? Но мне так показалось. Главное, чтобы дети были довольны. Но про детей я не могу ничего сказать. Я с ними не говорил на эту тему. Но я повторяю, что вот когда здесь был юбилей, если не ошибаюсь, 30-летний, то вот в главном музыкальном зале дети выступали. И выступали очень симпатично, и мне это дополнило впечатление. То есть одно дело видеть архитектуру без людей, другое дело видеть, как она живет, будучи наполненной детворой. Так что этот день мне тоже запомнился с положительной эмоцией. Вот еще один известный ваш проект, который очень повлиял на вашу карьеру, это детско-юношеская спортивная школа, которую вы проектировали несколько лет и за которую вы получили государственную премию. Вы описываете свой архитектурный прием, который использовали для этого сооружения, таким образом: укрываться одеялом удобнее, чем листом фанеры. Вот. Расскажите, пожалуйста, о том, какая история связана с этим решением и с этим объектом. Значит, эта фраза возникла потому, что, по-моему, впервые в практику вошла перекрестно-стержневая система под названием система Мархи. Ну, я не знаю точно, первой ли я ее применил или не первой, но из нее, поскольку она росла не только по горизонтали, но и по наклонным плоскостям, из нее действительно было легче накрыть два зала и бассейн в центре с вышкой, накрыть вот этой структурой, которая делала акцент над вышкой и сползала на опоры. Думаю, что отсюда возникла эта фраза сравнения. Потому что если бы не было мархи, ну, может быть, пришлось бы действительно крыть листом фанеры. И после этого объекта вы были назначены руководителем мастерской в Ленне, которая как раз специализировалась на спортивных сооружениях. Да, это был 89-й год. А до этого вы занимались застройкой комендантского аэродрома, и, к сожалению, в жилищном строительстве тогда не было таких технологий, которые вот как раз использовались в объектах спорта и образования, которые позволяли создавать новые формы. Жилищное строительство все-таки было более унифицировано. Но и в застройке комендантского аэродрома вы попытались использовать приемы комбинации нескольких серий домов ставок. И, как тоже вы отмечаете, это создание двух измерений: пешеходного и автомобильного. Это попытка создать ту среду, которая была бы более комфортной и для пешеходов в том числе. Вот по этому большому жилому массиву с сотнями тысяч квадратных метров, что получилось, а что нет сделать в этом проекте?
Ну, у меня в портфеле было заказано 2 квартала, 7 и 9. В 9, мне кажется, это получилось. Там действительно есть центральный пешеходный такой маршрут и выход более крупными объемами на магистрали. В 7 квартале я это тоже пытался сделать, но там не получилось, я считаю. То есть там застроены были магистрали плотно, и вот эта идея внутреннего пешеходного хода там не получилось, а в 9 это получилось, и там еще одна возникла тема, которая отличает этот квартал. Значит, на Коломяжский проспект выходили 4 высотных домика, между которыми были вставлены двухэтажные вставки жилые. Двухэтажное жилье, в принципе, было невозможно в те времена. В одном случае это было жилье, в другом случае детский сад. Но вот жилье в двухэтажных, двухуровневых домах было революционным подходом. И это пошло только потому, что это была вставка между двумя нормальными домами и нормальная вставка. Но мне это доставило удовольствие, и туда вообще ездили смотреть некоторые мои коллеги, как это устроено. Вот такие впечатления о 9 квартале. Сейчас то жилье, которое строится в Петербурге, оно тоже достаточно однообразное. Его можно, наверное, сравнить по принципам с тем ограниченным количеством средств и решений, которое было в советское время при застройке больших территорий. Вы прослеживаете вот эту вот какую-то взаимосвязь между массовой застройкой советского времени и массовой застройкой, которая сейчас... Я прослеживаю, и, я уже это говорил, у меня двоякое ощущение. Во-первых, у архитектора появилось больше свободы, и, скажем, двухэтажное жилье стало обычной темой в новых районах. Это первое. Плюс свобода архитектора в планировке. Ну, а минус в том, что поскольку вся земля поделена между хозяевами, то сделать ансамблевую застройку большого квартала или большой территории нынче невозможно. Все кварталы разбиты на лоты. Лоты – это маленькие участки земли, которые продаются разным застройщикам. Ну, в лотах можно пофантазировать, но, скажем, собрать лоты в какой-то гигантский ансамбль, как это было возможно в советское время, сегодня нельзя, я считаю. Но есть редкие исключения, о них я уже говорил, скажем, Герасимов сделал комплекс, где Смольный расположил частично свои кабинеты и где была жилая часть. Ну, короче, исключения бывают, но редкие. Вот такая разница в подходе. Ну, прежде чем мы перейдем уже к перестроечному времени, я хочу задать вам вопрос про тех патриархов архитектуры, с которыми вы были знакомы лично в Академии художеств. Это Спиранский, Фомин, Левинсон. В Ленный проект это Каменский и другие ваши руководители и коллеги. Вот что вы можете сказать, может быть, об этом поколении архитекторов? Что это были за люди? Ну, я могу о каждом немножко сказать. Каменский, когда увидел, вот мой новый вариант техникума, сказал комплимент, что вот за то, что архитектор не сдался, а сделал тоже интересный проект, предлагая ему присвоить высокое качество. Это справедливый подход, да? Да. Ну и после этого Каменский на меня, что называется, положил глаз и пригласил к себе в ЛИСИ в преподаватели, где я начал под его руководством, и там преподавал 6 лет. Потом Каменский ушел из жизни, но я еще остался, и 6 лет там был в педагогах. После чего я 19 лет преподавал уже
В нашем городе, в академии, и общий стаж преподавания у меня 25 лет. А общий стаж проектирования 50 лет, полвека. Но что касается тех, кого назвали в академии, я считаю, что самым талантливым был там все-таки Левинсон. Его постройки, его методика обучения отличалась и от Игоря Ивановича Фомина. С Игорем Ивановичем был такой смешной эпизод. Значит, когда меня определили в Прагу, я колебался и подошел к завкафедре, к Фомину, посоветовался, ну как, Игорь Иванович, как быть, ехать, не ехать. Он сказал: Сережа, поезжайте, чешские девушки такие красивые. Но про пиво ничего не сказал. Больше ничего не сказал. Ну, я, конечно, поехал, но не по этой причине. Спиранский тогда был только еще в ассистентах. Ну, я мало помню его позиции. Он был ассистент, кстати, у Фомина, по-моему. Ну вот в целом, если говорить про это поколение архитекторов, более старшее, да, чем когда вы учились, может быть, какая-то другая черта в подходе к архитектуре или может быть, какая-то человеческая черта в них присутствовала? Вот обо всем поколении что можно сказать? Ну, то могу сказать, что их довоенная архитектура была очень интересна. И Фомина с Левинсоном, дом на Карповке и прочее, прочее. Так что мы, кстати, изучали их объекты. Потом Фоминское здание райисполкома Московского района с круглым элементом. Повторяю, что когда наступила борьба с излишествами, они уже побледнели, как архитекторы, и в основном отдались теме преподавания. Так что их постройки этого периода я даже не могу припомнить. Не могу не задать вам вопрос про популярность Ле Корбюзье в нашей стране. До сих пор это один из самых обсуждаемых, наверное, архитекторов с точки зрения его теории и практики. Но в ваше время это было совсем что-то новое, совсем инновация, да? А почему, как вы думаете, этот подход, он настолько прижился в России? Почему тогда он так быстро распространился в архитектурном сообществе? Ну, Корбюзье был революционер в своем деле. Значит, его собственное изобретение – это здание на опорах и горизонтальное рисование оконных проемов, которое позволяло, поскольку опоры проходили до самой крыши, и фасад был свободен от каких-то, значит, тем, и там можно было себе позволить вот это линейное штрихование окнами. Поскольку это была абсолютно свежая новая тема, она была еще до войны им придумана, до войны, мы, конечно, этим увлеклись. Увлеклись и тем, что он же побывал и в Москве, и одно здание есть у него и в Москве. Многие наши проекты, и мои в том числе, они подхватили эту тему горизонтального членения и как бы работы под влиянием Корбюзье. И я не скрою, что некоторые мои здания уже этого периода тоже имеют какой-то отклик. И как вы думаете, почему вот тогда в Советском Союзе именно этот подход получил такое распространение? Он в Советском Союзе получил распространение только в 20-е годы. Потом пришла сталинская архитектура с излишествами, где было не до Корбюзье. Ну, вы все это знаете, высотные дома в Москве и так далее. Уже в перестроечный период уже мы были свободны в выборе кумиров, в выборе эстетики архитектурной. Поэтому снова возникла корбюзианская тема, ну и она в некоторых проектах, в том числе и моих, нашла отзвуки. Есть такие темы в городе Пушкине, некоторые общественные жилые здания, где можно проследить эту тему горизонтального остекления.
Ну, не могу сказать, что во всех проектах, но изредка она появлялась, эта тема. Хотя была и другая тема высотных таких кирпичных элементов. Ну, в общем, я был немножко всеяден в архитектуре. Проектный институт «Ленний проект», где вы проработали такой длительный период, это была огромная организация с массой мастерских, в которых трудились, наверное, 1000 человек. 3000 человек. И вы застали... Была емкость Ленпроекта. Вы застали Ленпроект в самом расцвете, когда это была максимальная емкость, проекты по всему городу. У вас была определенная, как сейчас это называется, корпоративная культура. Это сообщество, это общие праздники, это общение вне работы. Сейчас это невозможно представить. Невозможно представить в целом, да, существование такой огромной структуры, которая занимается проектированием, как отдельной структурой. Все-таки, наверное, культура коммуникации, она изменилась. Вот как вам кажется, что тогда было ценным в этих возможностях взаимного какого-то общения, совместной работы, совместной жизни, по большому счету, да? Почему это лучше, да, чем то, что сейчас есть? А может быть, наоборот? Нет, я не берусь делать такие оценки, потому что сегодняшние структуры я мало знаю, во-первых. Ну, а тогда действительно гигантская емкость института, емкость мастерской была человек 60, как я помню. Это, конечно, совместные праздники, 23 февраля, 8 марта, это подготовка каких-то спектаклей, каких-то песен. Ну, это все было добавлением к творческому занятию на подрамниках. И я не скрою, что я в этом был в одних из первых номеров. Там были мои темы, всякие комиксы, песни и так далее. Ну, это хорошее было воспоминание, потому что кроме черчения и авторских надзоров, это добавляло и в дружескую среду, и в такие какие-то элементы творчества добавляло, потому что сделать мини-спектакль, ну, это такое же творчество, как спроектировать здание. Вот, что происходит сегодня, повторяю, я не могу судить, потому что действительно конторы стали маленькими. Самая большая, наверное, контора Евейна и, может быть, Герасимова. Ну, как они живут, может быть, какие-то они переняли черты прошлого, может быть. Может быть, у них есть такие же застолья, такие же спектакли, не знаю. Это вообще же явление, свойственное только для советского времени. Такие большие проектные институты, их же не было за рубежом. Может быть, в общении с вашими зарубежными коллегами, которые остались там в Чехословакии либо из других стран, вы замечали какое-то удивление в целом в отношении того, как устроена вот эта градостроительно-архитектурная отрасль в Советском Союзе? Вообще сам факт наличия таких больших организаций, проектных институтов на 1000 человек? Ну, я скажу, что до 1991 года Чехословакия копировала наши приемы. Там были гигантские тоже архитектурные проектные фирмы. Разделение города Праги на кварталы, которыми заведовали разные мастерские. После 1991 года, когда Чехословакия пошла по своему пути, это изменилось, но об этом я уже не могу судить. Хотя в Праге еще разок побывал после перестройки. Позже вы работали над проектом совместно с немцами, над проектом, да, над проектом стадиона, который сейчас называется «Зенит-арена». Там у вас был опыт взаимодействия с зарубежными коллегами. Вот тогда, может быть, появилось какое-то понимание в отношении того, в чем отличие с точки зрения организации вот этого архитектурного процесса, который у нас исходит из проектных институтов, у них он устроен иначе. Ну, могу только сказать одну деталь. Мы свой проект с немцами доложили Матвиенке тогда, главе города, первыми.
Ну, она особо не высказывалась, а когда она подошла к проекту японскому, Курокавы, там не он сам, а его помощники показали макет с надвигающейся крышей, макет с выезжающим полем. В проекте была такая идея выдвинуть поле, чтобы травка на солнышке погрелась. И это было все подано очень эффектно на большом компьютере. И у Матвиенко сразу загорелись глаза, было видно, что она выбрала проект. Вот, остальные мне не очень запомнились. Там был и проект Моспроекта, не очень меня впечатливший. Вот, но Курокава уже явно был в первых номерах. И действительно, когда объявляли результаты, хотя Курокава присутствовал на объявлении этих результатов, и кому-то сказал по-английски, что нам тут ничего не светит. То ли из скромности, то ли действительно думал, что... Ну вот, потом объявили его первым номером. Конечно, все зааплодировали, и мы с Моспроектом пошли залить горе рюмочкой. Да, ну а потом был еще период недолгий, когда рабочие чертежи заказали Ленпроекту. И в частности, в мою мастерскую я возглавил этот коллектив, где мы пытались из него сделать, во-первых, слава богу, он сохранил холмы, которые были еще с древности. И мы в эти холмы стали насыщать их помещениями разными, и раздевалками, и буфетами и так далее. Но мы проработали над этим проектом полгода, после чего заказчик принял решение, что емкость трибун надо увеличить с 62 тысяч до 68. В связи с этим был объявлен новый тендер. Его выиграла московская, мне неизвестная фирма. Ну, короче говоря, это такая сборная компания, которая закончила, слава богу, интересным сооружением с перекрытым полем, которое позволяет играть там вообще круглый год. До 1989 года вы руководили мастерской в Ленний проект. Через 2 года наступил 1991 год, и полностью перестроилась там вся система, в том числе связанная с архитектурной отраслью. Вообще, что происходило вот на этом стыке разных экономических систем? Что происходило с теми людьми, которые занимались проектированием, и с проектированием по факту тоже? Что происходило? Ну, во-первых, поначалу это тоже был Ленпроект, была мастерская номер 3. Вот, где основным проектировщиком был такой Одновалов Станислав Павлович. Потом уже, конечно, при том, что Ленпроект стал распадаться на отдельные мастерские, то я руководил уже мастерской отдельно от Ленпроекта. Но там, кроме спорта, были всякие заказы, в том числе и жилье. И жилье, как ни странно, не только в городе Пушкине, в Царском селе, но и далеко за его пределами. После 1991 года какие проекты для вас являются значимыми? Какие вы бы отметили, что довольны результатом вашего проектирования? Главный интересный объект – это здание на углу улицы Нахимова. Заказчик – Горный институт. Был конкурс, в котором мой коллектив выиграл, и мы его построили. И постройка эта заключалась, ну, на мой взгляд, в интересных сочетаниях высотного здания, низких крыльев и жилого полузамкнутого квадратного двора. Но это здание доставило и мне, и моему коллективу удовольствие. Во дворе был под землей с небольшим возвышением бомбоубежище. То есть там был полный комплекс такого индивидуальной жизни. Наверху была башенная симфония со шпилем.
Ну, короче, это, пожалуй, такой единственный главный основной объект этого периода. А вот про застройку Шкапина, на углу Шкапина и Ротенштерна, что вы Это могли мы бы сделали еще я, когда работал недолго у Каплунова Валерия Зиновича в мастерской. Мы сделали проектное предложение, которое хорошо прошло Градсовет, но рабочку поручили другому коллективу, но они буквально, не отступая ни на шаг, воплотили этот проект. Поэтому мы без всякой скромности считаемся авторами этого проекта. Композиция дошла не до самого обводного канала, так что там еще есть другая вставка. Но на наш взгляд, то, что мы сделали, получилось интересно. Как вы считаете, какими возможностями вы воспользовались в рыночной экономике? То есть были же и плюсы, и минусы работы в новой системе. Какие возможности вы бы отметили, которые как-то сказались хорошим образом на вашем творчестве, на ваших проектах? Ну, как вам сказать, плюс тот, что появилось больше свободы у архитектора. Минус в том, что появились хозяева и заказчики, которые навязывали свое представление о том, что делает архитектор. Такое тоже было, но мы как-то, в общем-то, преодолели эту навязчивость. Вот, так что я повторяю, что в любой системе можно найти и плюсы, и минусы. Это относится и к советскому периоду, и к нынешнему периоду. Если в двух словах сказать, какие плюсы советского периода и рыночной экономики? В советский период была возможна ансамблевая застройка. Большие территории были под эгидой Ленпроекта, и он мог себе позволить кварталы, которые возникали. Я уже упомянул квартал 87 по Пулковскому шоссе. Вот. Ну а минус в том, что действительно палитра, которой пользовались архитекторы, была беднее, чем она стала в постсоветский период. В плане стиля или других каких-то возможностей? Нет, но я повторяю, что, во-первых, появилось разнообразие в организации жилья. Наряду с высотными зданиями появились двухэтажные, четырехэтажные композиции. Это плюс. Это плюс, потому что, во-первых, находятся разные покупатели на эти системы. Ну и, во-вторых, жить на первом и втором этаже при земле, где еще нарезан твой участочек, скажем, это плюс, который не имеют жильцы высотных зданий. Работая в Ленпроекте, вы общались с мэтрами советской архитектуры. И я хочу снова процитировать вашу книгу. Среди умных мыслей, которые я слышал от архитектора Александра Владимировича Жука, мне особо нравится такая. Архитектура может быть любой, если она уместна. Этой максиме я следую при оценке произведений, выставляемых на Градсовет. Сергей Павлович, я сейчас покажу примеры зарубежной архитектуры современной, которая пыталась вписаться в контекст окружающей среды, окружающей застройки. И интересно, как вы оцените, насколько эта попытка удалась. Вот первый проект – это здание инженерного факультета Великобритании, архитекторы 12 Architects. Как вам сказать, мне чужда такая архитектура. Я понимаю, что люди пытаются себя объявить, но мне ближе архитектура вот такая. Вот это мне ближе, чем это. Так что я не поклонник такой архитектуры. А вот следующий проект – это проект мусоросжигательного завода в Копенгагене, Дания. Это мусоросжигательный завод. Если это мусоросжигательный завод, то на здоровье пусть он таким и будет. К нему другие подходы – это инженерное сооружение. К нему другие подходы
Я приветствую. Следующий пример – это Прага, город, где вы провели свою практику во время обучения в Академии художеств. Это Фрэнк Герри, офисный центр и 4-звездочный отель, который называется «Танцующий дом». Как только он был построен, я уже был резко против. Почему? Потому что такие игрища среди средневекового, можно сказать, города, строгого, интересного, на мой взгляд, невозможны. Они возможны, может быть, на окраинах, вдалеке от центра. Это же почти центр. Поэтому я был и остаюсь врагом такого подхода. Архитекторы хотели внести какую-то изюминку, видимо. Не любой ценой это можно делать. Где это можно было бы сделать, вот этот дом? Ну, мне трудно сказать, но он мог бы быть в Праге, но далеко от, собственно, Праги. На окраинах где-то, пожалуйста. То есть сама архитектура, в принципе, у вас не вызывает какой-то критики? Она вызывает в этом месте протест этой архитектуры, в этом конкретном месте. Потому что дальше идут спокойная застройка, которая в Праге уместна. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Ну, посмотрим. Я против. Посмотрим другие проекты деконструктивизма. Вот это, несмотря на то, что это похоже на большую ванну, это художественный музей в Амстердаме, голландские архитекторы. Ну, опять же повторюсь, что для музея главная тема – это интерьер. Экстерьер может быть любой. Другое дело, что поскольку я не понимаю, это стекло или нет, но музей подсвечивается, конечно, другим способом, искусственный свет. Поэтому такое возможно. Я за. А это же исторический центр. Видите, там же исторические дома рядом. А почему в Праге танцующий дом это плохо, а здесь большая ванна в историческом центре это возможно? Ну, я не был в этом городе, но если это действительно огромный центр вот такой архитектуры, то, наверное, это в чем-то чужеродно. Но я не знаю этого города, я не вижу окружения, поэтому либо надо показывать такой объект в черте большого городского образования, либо, если это фрагмент такой, ну почему бы нет. Угу. Следующий проект – это Заха Хадид, самая знаменитая женщина-архитектор. Это здание администрации порта в городе Антверпен. Ну и как там сидят администраторы в этой рыбке? Мне не нравится. Почему? Мне не нравится такой контраст. Я вообще не поклонник Захи Хадид. Но это отдельно стоящее здание. Отдельно стоящее здание на портовой территории. То есть там нету рядом такой средневековой застройки. Ну, вы же спрашиваете мое мнение. Мне такое сочетание не нравится. А сочетание формы или материалов, или все вместе? И того, и другого. Вы бы не стали так делать? Нет. Посмотрим следующий пример. Это жилой комплекс в Милане. Он называется «Вертикальный лес», архитектор Стефано Боери. Новый подход в жилищном строительстве, можно сказать. Мне нравится. Но нет здесь... Архитектура – это геометрия строгая. Это сила тяжести, которая предопределяет геометрические и вертикали, и горизонтали. Такая немножко каша из этих элементов, на мой взгляд, не архитектура. Это дизайн, это, не знаю, что-то другое, но не архитектура. Мне не нравится. Ну вот, если бы вы были на месте Каменского, и вам бы принесли такой проект «Наградсовет», что бы вы сказали? Это естественно-исторический музей в Онтарио, Канада. Архитектора Даниэль Либескинд. Внутри находятся динозавры. Вот я повторяю, что
для того, чтобы оценить такую вставку, надо видеть большой кусок города. Единственно в центре города, или она повторяется, или как вообще выглядит центр города с этим включением. Поскольку я этого не вижу, но я не могу оценить. Но рядом есть обычное здание. Вдалеке есть тоже вроде обычное. Они по этажности вот все, как вот это кирпичное здание историческое. Ну, я воздержусь от оценки, потому что, повторяю, надо видеть большой кусок города. То есть какой-то есть потенциал у этого проекта? Ну, наверное, есть. Что вы сразу не Наверное, говорите, есть. что вам не нравится. Но я в третий раз повторяю, надо бы его видеть в соответствии с большим куском города. Вот все, что я могу сказать. Ну и последний проект. Попробуйте угадать, что это за функция в этом здании. Это напоминает морской вокзал Сахина. Это фитнес-центр во Франции. И, кстати, его спроектировал не архитектор, а промышленный дизайнер Филипп Старк. Но сам домик не вызывает отторжения. Но я повторяю, что если бы увидеть большой кусок этого города, то, может быть, он резал бы глаз. Но поскольку я этого не вижу, ну, такой домик с горизонтальной крышей, с какими-то колоннадами, ну, может быть, очевидно. С чередованием, как я понимаю, окошек и глухих плоскостей тоже возможно. Здесь некая имитация обивки дивана. Это мне не пришло в голову насчет обивки. Это начинно алюминий. Но, в принципе, я такое поддерживаю. Если это хорошо вписалось в окружающую застройку. Из всех этих проектов, вот если бы это были студенческие работы, какой бы вы отметили, какой вам понравился больше всех? Ну, сложный вопрос. Вот вам понравился вот этот, насколько я помню? Да, ну и этот могу сказать. 2, да? Ну, те, которые все-таки придерживаются каких-то традиционных. Ну, давайте 2. Вот завод не будем брать, да? Ну, можно его взять. Ну, вот эти 3. А почему они? Потому что они не кривляются. Есть вещи, которые кривляются, они мне не нравятся. А это более-менее строгие вещи, и ничего нельзя возразить. Более лаконично. Спасибо. Сергей Павлович, начинаем рубрику «Блиц-опросов». И первый вопрос. Чего не хватает в современной архитектурной и градостроительной отрасли Санкт-Петербурга? Не хватает соблюдения небесной линии, которой Петербург всегда гордился. Скажем, я даже не говорю про Лахта-центр, потому что он не похож на какое-то сооружение, это инженерное сооружение. А я говорю про 30-этажные или там 40-этажные дома, которые, ну пусть даже на окраинах, но они нарушают принцип организации застройки Петербурга. Слово «небесная линия» меня очень трогает. И его для Петербурга, конечно, было бы благом соблюсти. И этим он не похож на все города мира или на большинство городов мира. И эту непохожесть желательно, конечно, сохранить. Другое дело, что, слава Богу, что хотя бы центр нашего города, но сохраняет эти принципы, за исключением 2-3 построек. Я повторяю, что небесная линия – это то святое правило, которым надо бы придерживаться всегда. Какие вызовы городского развития нас ждут в будущем? Потеря небесной линии окончательная. Я думаю, что где-то я уже это читал, что Лахта-центр будет обрастать
себе подобными высотками. Вот это будет для Петербурга потеря, потому что он превратится в такой же город, каких в мире тысячи, если не миллионы. Сбудется ли этот прогноз, не знаю. Дай бог, чтобы не сбылся. Потому что те эскизики, которые я видел, они уже не похожи на инженерные сооружения. Это уже претензия на какие-то жилые или общественные высотные здания. Вы считаете, что это чужеродный для Петербурга стиль или, ну и в целом формат? Все чужеродный: и стиль, и размер, высота. Угу. Высота самый главный параметр. Да. Сергей Павлович, вспомните момент, когда город, Ленинград или Петербург, вас удивил. Сложный вопрос. Но он меня удивляет и удивил с тех пор, как я стал по городу ходить пешком. С 12 лет. Да. Потому что обойти весь центр и любоваться сооружениями центра, и Невой, и всем, что есть у нас достойного, но это благо. Это меня удивило и на всю жизнь. Окраины города меня почти не удивляют. Удивляет только центр, в пределах, которые я не берусь описать, но где-то в пределах островов на севере и на юге обводного канала. Это, я считаю, центр, в котором пока нет таких откровенных. Даже гостиница «Советская», которая мне резала глаз, она в этом ареале находится. Но со временем я присмотрелся к его простой архитектуре, которая не вызывает большого отторжения. Но в основном, я повторяю, это исторический центр. Он продолжает вас удивлять? Да. Каждый раз? Да. А в чем секрет? Почему он продолжает вас? В его архитектуре. Она настолько многообразна? Да. И дисциплинирована, и многообразна, и в то же время дисциплинирована. Бывшее правило не строить выше карниза Зимнего дворца 22 метра, оно сыграло свою роль в организации центра. Потом стали это правило нарушать уже в эпоху модерна там и так далее. Но центр, в принципе, сохраняет высоту карниза Зимнего дворца. И этот параметр как раз создал ту уникальную среду, которая удивляет вас каждый день. Да. А какое ваше любимое место в Петербурге? Конногвардейский бульвар. Почему Где именно я живу. Почему именно он? Нет, у вас такой полушуточный вопрос. Я повторяю, что меня привлекает весь центр. И Невский проспект, и Дворцовая площадь, и все набережные Невы, и Васильевский остров. Но как тут выделишь какой-то элемент? Я не могу выделить. В последнее время, мне кажется, очень удачный ансамбль «Новая Голландия», который, слава богу, что не застроили центр, но это такое креативное прогулочное место, где я часто бываю в хорошую погоду. Этот ансамбль один из интереснейших в центре. И к тому же он пешеходный. Да, да. И то, что оживляются и наполняются функцией эти окружающие склады, тоже благо. Но они будут долго обновляться, но пока уже первые корпуса там живут. Рестораны и так далее. Вы довольны тем, как проект преобразования совершен? Вы уже много говорили об этом. В чем архитектурный код нашего города? В архитектурных принципах, о которых я упомянул, небесная линия, не выше карниза, это код. Пока он не будет резко нарушен, в центре особенно, он будет владеть как код этой организации города Петербург. Как вы считаете, почему другие города
которые вот мы посмотрели проекты современной архитектуры, там европейские города, это Италия, Голландия, Дания, почему они позволяют в своих исторических центрах такие нововведения, та архитектура, которая вот вам показалась неуместной, почему они это разрешают, а в Петербурге это невозможно? Почему они не боятся за разрушение своего архитектурного кода, а мы боимся? Ну, во-первых, заграничные города разные. Например, Флоренция похожа на Петербург, потому что она подчинена дисциплине с одним акцентом там, или с двумя, вытекающими из общей застройки. Про остальных я не могу сказать. Большую роль играет климат. Европейские города прятались от солнца узкими улицами, переулками, чтобы солнце не проникало внутрь ни улиц, ни домов и обеспечивало тень. Город Петербург, наоборот, ловит солнце. Поэтому у него широчайшие расстояния между домами. Ширина не выиграла, играет свою роль. Но Петербург стремится к захватыванию и привлечению солнца. В этом его подход другой, чем европейского города. Я не знаю, есть ли единые правила застройки европейских городов, наверное, должны быть. Но в нашу застройку, конечно, заложил Петр I идею распластанного города с широчайшими магистралями, подхватывающими ширину Невы. Думаю, что в этом наша особенность и наш код. Интересно, как вот в советское время в системе образования по архитектурным специальностям, как транслировались вот эти ценности исторического города? Потому что это же все, по большому счету, проект империалистический, это продукт, империалистический продукт. Цари построили этот прекрасный центр, которым мы наслаждаемся. И вот эти правила, они были созданы в другую эпоху. При этом то, что вы говорите, показывает большое уважение именно советских архитекторов к этой среде. Как две эти системы между собой увязывались? Империалистическая архитектура, которой вы восхищались, которую вы сохраняли, и новые принципы партии, идеологии, которые, наоборот, стремились создавать жилье более просторное, с парками, с магистралями, со скверами, в отличие от вот этих доходных домов, которыми заполнен исторический центр. Значит, архитекторы устроены немножко иначе, чем все прочие люди. Для них на первом месте не социальное устройство, царизм, феодализм, не знаю еще что, а те плоды, которые приносят это устройство, нравится оно нам или нет, приносят средствами градостроительства и архитектуры. Царизм может быть какой угодно, но он сделал город таким, каким мы восхищаемся нынче им. Пирамиды Хеопса построил неизвестный нам Хеопс. Неважно, кем он был в жизни, важно, что он оставил на земле памятник. Этим отличается взгляд архитектора. На первом месте результат любого социального устройства, а на следующих местах уже плюсы и минусы этих устройств. Архитекторы отличаются от всех остальных людей. Какой совет вы бы дали молодым архитекторам, которые хотят реализоваться в профессии в сегодняшние дни? Ну, совет один – не сходить с этого пути. Я знаю, что многие архитекторы остаются без работы. Не все устраиваются так, как нужно архитектору. Многие даже меняют профессию. Вот единственное пожелание – не изменять тому ремеслу, которому вас научили в высших учебных заведениях, и стараться навсегда остаться архитектором. Как сделали вы? Как сделал я. Спасибо, Сергей Павлович. Это было очень интересное интервью. Мы восхищаемся вами, вашим творчеством. Желаем вам успехов в продолжении тех
проектов, которые вы создаете, тех рисунков, которые вы рисуете каждый день. Спасибо за комплимент. Я им горжусь. Спасибо.